Приветствую всех на канале, я Наталья. И сегодня будет подробный урок по юле. Покажу, как обтянуть юлу, как сделать декор, как прикрепить кисточку, извините, и, конечно, как задекорировать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня у меня в работе юлы. Юлы у меня 8 сантиметров. Также мне понадобятся кисточки. Кисточки у меня тоже 8 сантиметров. Колпачок. Колпачок часто спрашивают. Вот он у меня получается 10 миллиметров вот эта окружность и 10 миллиметров высота. Также идут колпачки. Ткань. Это у меня тонкий сатин. Мне понадобятся нитки, ножницы, ну и клей. Для вешалки я использую ленту 3 миллиметра. Складываю вот такой петелькой и одеваю в колпачок. Я уже не раз показывала, как это делать, но сейчас на фоне того, что YouTube для России закрывают, все новые ролики я стараюсь подробно снимать и будем выкладывать в телеграм-канал. Вот делаю узелок, вот прям вот так сильно затягиваю и запаиваю. Обязательно зажигалка и чуть-чуть сам узелок. Теперь я беру саму вешалку и одеваю вот так в колпачок. Вот таким образом. До конца не затягиваю. Многие сейчас не знают, что творится. YouTube канал закрывают. Но хочу сказать, что мы с Викторией сделали еще один телеграм-канал. И на него мы сейчас скачиваем ролики. Это, конечно, дело не быстрое, но в любом случае какую-то информацию мы сохраним. Теперь я беру заготовку. Вот где вот именно вот этот пазок. И вот эту часть откусываю. Именно чтобы я могла вешалку приклеить и мне ничего не мешало. Вот таким образом. И пока у меня нагревается пистолет, я сделаю ниточку, сложу в несколько слоев. Многие девочки обрабатывают, затягивают работу лентой. Вот, например, тонкой лентой. Не советую лентой делать, так как лента вот немножко толще и она скользит. Лучше брать обыкновенную ХБ нитку и сложить ее в несколько раз. Есть толстая нитка, такая она не атласная, даже не знаю как сказать, но она такая тоже, она вроде бы не рвется, но при работе она как бы скользкая и тоже не совсем удобно работать. Вот я просто беру ХБшную нитку и вот так складываю в несколько раз. Очень удобно и хорошо все это затягивает. Вот. Теперь на заготовке, где у нас не вот этот пазок, а плоская, я наношу вот так клей и подклеиваю вешалку. Узелок у меня уходит внутрь. Здесь можно вот этот узелок, нижнюю вот эту не обрезать, так как у нас не просвечивается ткань и ничего все равно не будет видно. Делаю это и на одной заготовке, и на второй. И даю закрепиться. Теперь я беру клей. У меня это универсальный уху клей, и я для удобства перелила в аппликатор. И на этой же заготовке, где пазок у нас вот этот внутри, не снаружи, а внутри, я наношу клей. Вот так наношу по всему вот этому уступу. На юлах достаточно широкий вот этот выступ. И когда мы склеиваем сначала нижнюю часть, но не полностью закрываем, иначе у вас просто юла не закроется. Вот так наполовину, чтобы полностью, вот, видите, теперь, если мы оденем полностью нижнюю часть, то верхняя у нас с трудом сойдется. И вот вы видите, все получается чисто и аккуратно. И также склеиваю вторую. В связи с тем, что, как я уже говорила, YouTube канал для России закрывают, сейчас стараюсь снимать подробные видео, чтобы они как бы были, особенно вот эти новые. Неизвестно, что будет со старыми, поэтому
стараюсь снимать. Что-то, конечно, я повторяю, но сейчас это вынужденная мера. Наши заготовки вот уже почти готовы для дальнейшей работы. Девочки, я ошиблась. Вот эти нам не нужны, так как у нас идут вот обычно это идут на круглых шарах, вот на вот этих. Я уже тоже заработалась, поэтому эти колпачки, вот эти вешалки мы не одеваем. Что мы делаем дальше? Так как у нас декор будет на 4 стороны, вот эту вешалку я располагаю не вот так вот горизонтально, чтобы все сходилось, а мне надо будет повернуть ее под 45 градусов. Поэтому я беру клей, наношу достаточно много клея, чтобы колпачок полностью сел. Теперь натягиваю вот так и колпачок сажу под 45 градусов. Вот, видите? Не ровно, а именно под 45 градусов. Вот таким образом. И даю закрепиться. Вот эту веревочку натягиваем, пальчиком держим, чтобы у нас вот эта лента не испачкалась клеем. И следующий вопрос, который часто задают: как измерить отрезок ткани для юлы. Берем любую ленту, вот так оставляем припуск, ну, примерно 2-3 сантиметра. Вот таким образом обворачиваем все, доходим до верха и еще 2-3 сантиметра оставляем. Вот этот отрезок по линейке измеряем, у нас получается 29 сантиметров. Ну, можно 30 брать. Значит, отрезок 30 на 30 нам нужен для обработки юлы. Такой же способ можно применить и к шарам. Следующий вопрос: какую ткань я использую? Я использую сатин. И мне часто говорят, стретч или нет. Вот, он как бы не совсем тянется в эту сторону и в эту сторону, но как обычно вот под 45 градусов он тянется. И он с одной стороны такой более блестящий, с другой матовый. И я люблю именно сатин работать с матовой стороны, чтобы она была у меня лицевая. Как бы блестящую я не очень люблю. Если брать шелк, то наоборот. Как бы я люблю именно вот эту блестящую сторону. Укладываю юлу на ткань. Поднимаю одну сторону, поднимаю другую сторону. И вот так пальчиками делаю складочки с одной стороны. Теперь делаю складочки с другой стороны. Переворачиваю. Делаю складочки вот с этой стороны. Вот. И теперь вот здесь складываю тоже складочки. Перехватываю полностью рукой, беру нитку, держу один край пальцами и затягиваю. Да, здесь вот видите, у меня пока что вот что-то торчит, что-то, но это не страшно. Будем обрабатывать. И завязываем 2-3 узелка. Затягиваем, конечно. Вот что получается. Пока что это такая бесформенная фигура. Что мы делаем дальше? Многие жалуются, что у них не получается все это обработать, все это соскакивает. Берем вот так вешалку в сторону, держим пальчиком вот эту верхушку. Если мы ее не будем держать и вы будете тянуть, у вас все соскочит. Держим и начинаем, вот видите, тянуть. Тянем как бы не совсем вверх, но вот вверх и в бок. Так. Беру следующий, вверх и в бок. Немножко расправляю, если тут у меня уже слишком там одно на другое. Вот вверх и в бок. Чуть-чуть вверх и в бок. Вот я поменяла пальчик, кому как удобно, с какой стороны тянуть. И вот я все это натягиваю. Вот. Но я всегда держу вот здесь пальчик. Вот. Если тут слишком много в одном месте, вот так расправляем. И снова на себя. И вот вы видите, здесь уже остается, ну как ткань расправляется, и она уже не так туго все это привязано. Поэтому после расправления нам надо будет еще раз все обвязать вокруг, затянуть и обработать еще раз. Вот я так каждый сантиметр прохожу. И полностью вот у меня уже более-менее тут все затянулось. Теперь придерживаю вот этот один край и снова вот так сильно-сильно, вот прямо аж у меня руки дрожат. Сильно все это дело затягиваю и завязываю. Вот.
И получается, что вот первая ниточка, она там уже даже болтается, потому что ее я уже перетянула вот более вот так сильно. Вот что на данный момент. И снова, теперь у меня уже никуда ничего не убежит. Вот видите, здесь уже нету никакого там промежутка. И все, вот, затягиваю. Вот видите, как все это затягивается? Во, посмотрите, прямо вот, все натягивается здесь. Если тут слишком где-то что-то толстое, вот так расправляем пальчиками. Придерживаем. Вот видите, тут такая вот волна. И вот я ее затянула, все, затянулась. Вот все у нас тут все получается. Вот. Мне обычно хватает 2 раза вот так перевязать, и все мои складочки выправляются. Вот вы видите, прямо на глазах они тут все расправляются. И продолжаем работу. Что я делаю дальше? Также придерживаю вешалку и все лишнее отрезаю. Тут главное не обрезать вешалку, иначе вся ваша работа на смарку. Вот, самое большое я обрезала, убираю. И теперь ножницами не в бок, а именно вот так по верхней части все подрезаю. И вот самое-самое такое огромное, большое подрезаю. И, конечно, вот эти ниточки, они мне больше не нужны. Теперь я беру маленькие ножницы, также вешалку придерживаю. И вот так вот, именно наравне с вот этой пимпочкой, с колпачком, все подрезаю аккуратно. И теперь также вот аккуратно двигаюсь ближе к игрушке, чтобы подрезать все лишнее. И затем нам надо будет все запаять. Вешалку, следим за вешалкой. Вот что у нас получается. Так, ниточку. Теперь мы берем зажигалку, нагреваем и прижимаем. Да, кстати, мне спрашивали, какая зажигалка. Я использую вот такие зажигалки, где вот здесь зажигается наверху, потому что если это внизу, вот здесь вы нажимаете, она все время нагревается и вам обжигает палец. Очень неудобно. Вот такие зажигалки очень удобные. Они продаются на заправках. Нагреваю. И вот так. И работаем нижнюю частью огня. Не верхней, иначе у вас все тут почернеет. А нижней частью огня. Вот около, где зажигалка, вот у меня огонь там начинается. И вот так прижимаю. Также следим за вешалкой, чтобы ее случайно не зажечь, прижечь. И вот вы видите, что получается. Теперь вот здесь немножко торчит. Вот это теперь, когда все там мы прижгли, можно это подрезать, чтобы вот так все наравне все выровнять. Вот видите, у меня все получается аккуратно. Вот таким образом. И теперь нам надо обработать лентой верхушку, чтобы нам удобнее было клеить стразовую цепочку или другой декор, чтобы здесь было более все закрыто, так скажем, и ровненько. Я подклеила и теперь вот так затягиваю, подтягиваю. Если клей вылезает, ничего страшного. Вот я его вытерла и все. Потом можно, если что, подрезать. Вот, наношу клей и затягиваю сильно-сильно. И вот видите, верхушка становится меньше. И вот эти боковинки, они ровные. Будет удобно приклеить декор. Для приклеивания вот этой ленты я буду использовать, она у меня 5 миллиметров и идеально подходит мне в цвет. И первую ленту у меня будет крест-накрест. Первую ленту я клею именно где у нас подклеивались 2 заготовки. Вот тут прямо просвечивается. И вот я с самого верха и вот так сразу прокладываю ленту и отрезаю нужный мне отрезок. Вот. И, конечно, даю закрепиться. Затем я переворачиваю юлу, чтобы мне было удобнее работать. И наношу клей на ленту. Я наношу клей
и размазываю. Серединку я здесь подклеивать не буду, так как у меня будет там пришита кисточка. Вот натягиваю, под натяжением даю закрепиться. Так, смотрю, сколько мне еще надо до кисточки. Тут буквально чуть-чуть. Вот, нанесла клей и под натяжением вот так натягиваю ленту. Теперь придерживаю вот здесь все и также наношу ленту. Теперь уже можно на всю ленту нанести и одним махом все это подклеить. Я наношу, распределяю еще раз так вот носиком и полностью вот по этому шву, где там мы приклеивали все лишнее, конечно, подрезаю и даю закрепиться. Следующая лента у меня будет по 90 градусов от вот этой ленты, от двух краев другой ленты. Снова наношу клей, распределяю его. Вот здесь у меня две ленты, и между ними подклеиваю вот эту ленту. Придерживаю пальчиком и вот также под натяжением и лишнее отрезаю. Даю закрепиться. Эту ленту, чтобы ровно приклеить, если вы делаете это в первый раз, то, конечно, лучше воспользоваться иголочками. Но у меня способ вот такой. Я выравниваю, смотрю, что все у меня ровно. Если меня все устраивает, вот так пальчиком я тут отмечаю. Здесь у меня будет по макушке. Теперь наношу клей на ленту. Распределяю. И вот так вдоль пальчика и свожу все к макушке. И все у меня получается ровно. Так, теперь смотрю, сколько у меня тут до макушки. Чуть-чуть совсем. Макушку я не подклеиваю. Я уже говорила, кисточка там у меня будет. Так, вот здесь выравниваю. Если меня все устраивает, так, прикладываю пальчик, вот он. Здесь я все придерживаю. Также наношу клей на всю ленту. Вот таким образом. Распределяю. Хватаю край и вот совмещаю пальчик и верхушку. Все, и лишнее. Здесь можно подклеить или наверх, или подрезать. И даю закрепиться. Кисточку я хочу оформить вот такой вот бусиной. Потом беру, можно леску, можно веревочку. Если у вас есть крючок тонкий, можно крючком. И продеваю вот так через бусину и увожу вот сюда. Верхнюю часть кисточки я вот разрезала на две части. И теперь я буду их вот сюда пришивать. Вот таким образом. Я хорошенечко натягиваю, определяюсь с серединой. Убираю узелок под ленту. И вот самый край, где бусина, хватаю. Так, второй натягиваю. Можно иголочкой зацепить. И пришиваю его к ленте. Здесь надо работать очень аккуратно. Вот, чтобы у меня бусина, видите, располагалась посередине. Прямо вот эту веревочку прокалываю. Веревочку сначала. И потом увожу под ленту. Мне на камеру немножко неудобно вам показывать. Ну вот, надо зацепить за вот эту веревочку, а затем за ленту. Так, у меня тут уже образовался узелок. Все, убрали узелок. Теперь снова за вот эту ленту, за веревочку и за ленту. И вот такими мелкими стежками мы все пришиваем. Снова я цепляю вот эту веревочку,
Если сшивать все сразу, то получится утолщение. А так я цепляю чуть-чуть того и чуть-чуть того. И никакого утолщения нету. Делаю это с одной стороны примерно на 1,5 сантиметра и с другой стороны. Веревочки у меня пришиты. Теперь я их просто обрезаю. Конечно же, ниточки заправлены с одной стороны и с другой стороны. И немного еще прижигаю. Вот так аккуратненько, чтобы у нас ничего не сыпалось. И посмотрите, как аккуратно все пришито. Для декора я использую стразовое полотно. Вот так оно выглядит. И для верхушки я буду использовать 4 ряда. Вот они как раз мне тут прямо по размеру очень хорошо подходят. Я снимаю защитное покрытие. Определяюсь с тем, где у меня будет бантик. Так, вот с этой стороны или с этой стороны. Ну, с любой. Обе стороны красивые. И именно с этой стороны начинаю подклеивать, чтобы затем приклеить сверху бантик. И это более надежно закрепит именно вот это стразовое полотно. Теперь вымеряю, сколько мне полотна надо. И лишнее отрезаю. Так, на одну больше сейчас порежу, посмотрю. Лучше на одну больше отрезать, чем потом мучиться. Да, на одну надо еще убрать. Вот. Снимаю все защитное полотно и совмещаю. Края обязательно должны между собой склеиться. Вот, чтобы у нас не было видно никакого перехода. И посмотрите, как красиво и аккуратно все получилось. Стороны я буду украшать 2 полосками. Вот я уже нарезала. И также снимаю защитное полотно. Вот этот слой защитный. И буду подклеивать вот отсюда. Так, прямо, чтобы у меня кисточка вот вплотную подходила. Вот таким образом. И все прижимаю. Стараемся, чтобы у нас с обоих краев вот здесь было одинаковое расстояние. Так, здесь также вымеряем, чтобы у нас вплотную все подходило. Вот, все у нас между собой склеивается. Ничего в воздухе у нас не висит. Также поступаем со второй стороны. Снимаем защитное полотно. Вот сюда вплотную все прижимаем. И все подклеиваем. И так обрабатываем все стороны. Вот здесь, где у нас пришита кисточка, мы также вот так вплотную все укладываем. Снимаем защитное полотно и подклеиваем. Сначала мы подклеиваем все вот так до конца. И сейчас нам надо будет здесь хорошенечко все прижать. Так, вот. Как я уже говорила, все у нас должно склеиваться между собой. Ничего в воздухе не должно висеть. И возвращаемся сюда к кисточке. Вот нам надо прижать все вот так вот полностью. Здесь немножко вот эта цепочка разойдется. Вот вы видите. Но зато с 2 сторон все у нас. И вот получается у нас полностью весь низ задекорирован. И просто вот торчит кисточка. И нам также надо задекорировать верх вот эти заготовки, чтобы у нас все было красиво. Буду использовать вот такие каплевидные стразы. Размер у меня 5 на 9 миллиметров. Буду использовать клей уху. Обильно так наношу наверх, размазываю. Он может немножко впитываться, потом, возможно, надо будет добавить.
Вот, достаточно так много. И декорирую. Вот сначала располагаю стразы вот так напротив друг друга, затем одну между ними и еще между ними еще по одной стразине. И у нас получается полностью заполненный верх. Чуть-чуть потом все это подвинем, чтобы разровнять. Вот так, чтобы ничего не выходило за пределы верхушки. И все прижмем. Вот что получается. Бантики я сделала из ленты 1,5 сантиметра. Можно использовать 2 сантиметра, 2,5. У меня просто другой ленты в наличии, другого размера не было. Поэтому я сделала, чтобы вот так идеально подходила. У меня только такая лента. И подклеиваю бантик. Здесь я использую вот такую филигрань, и размер филиграни 80 миллиметров на 35 миллиметров. И так как у юлы здесь вот такой резкий переход, то вот эту нижнюю часть нам надо хорошо вот так подогнуть, чтобы она прямо садилась на заготовку. Вот, прямо так сильно-сильно. Примеряем. А вот эту часть нам наоборот надо выгнуть вверх. Вот здесь полностью плотно у нас должно все, вот так даже еще уголок чуть-чуть подогнуть. Плотно-плотно. И вот здесь вот все должно быть вот так, идеально. Придерживаем вот этот край, прижимаем вверх, берем иглу и вот из-под низа нам надо закрепить несколько раз филигрань. Вот я вышла вот здесь, вот, снова аккуратненько прохожу, чтобы ничего не зацепить через филигрань. И еще раз иголочкой прохожу, цепляя ткань, и вот снова в это же отверстие. Затянула. Так, ниточку сейчас перетяну. Так, теперь вот я не из-под низа иду, хотя можно из-под низа, здесь заготовка не просвечивается. Спускаюсь чуть ниже. Вот таким образом. Вот у меня нитка пошла наискосок. И теперь вот из-под низа выхожу на противоположной части. Вот таким образом. Снова затягиваю. Вот теперь у нас поперечная. И еще раз среднюю часть я закреплю 2 стежками. Теперь снова нитку опускаю чуть ниже. Перехожу через филигрань. Вот снова у меня поперек нитка. И выхожу вот так на второй стороне. Вот здесь. Вот таким образом. Снова опускаюсь еще чуть-чуть ниже. Здесь я делаю как бы больше стежков, но они такие одинарные, не двойные. И спускаюсь еще вот сюда. Хочу еще здесь закрепить. Так. Вот тут надо постараться, чтобы выйти иголкой вот сюда. Вот. И вот вы видите, у меня филигрань так надежно пришита. Делаю еще один стежок здесь и закрепляю нитку. На вопрос, какие стразы я использую в цапах или без, я использую и те, и другие. Но в последнее время я чаще цапы убираю. И также исхожу из того, вот, что у меня есть в наличии. И подбираю, что мне подходит. Не обязательно, что у меня все выкладки должны быть одинаковые. Вот здесь, например, в середине один камень, вот здесь другой. И немного другая раскладка. Поэтому исходите из того, что у вас есть. Не обязательно делать там именно такое, какая у меня. Вот, я вытаскиваю цапы и убираю их. Они как бы мне не нужны. Без цап рисунок, узор смотрится намного лучше. И вот так подготавливаю стразы.
Буду использовать клей Е600, 6000, извините, и наношу его на филигрань. У него резкий запах, но с ним удобно работать, так как вот вы видите камни без цап, но я их сразу укладываю, и они уже никуда не убегают. Он как бы сразу такой стабилизирует. Вроде бы он густой, но работать с ним надо немного приноровиться. Теперь я наношу клей вот на эти боковинки. Я уже подготовила стразы. Вот и тоже уже приноровилась зубочисткой наносить точечно. Вот такие каплевидные здесь я приклею. Вот. И между ними приклею вот такие поменьше, а затем украшу плоскими стразами все вот эти детали, где нету, ну, чтобы не было, как это сказать, пустых мест. Вот что. Вот, между ними добавляю вот эти стразы. И работаю, делаю сразу все, чтобы это не загустело, как бы клей не загустел, не закрепился, чтобы можно было, если что, здесь вот все подвинуть. Так, аккуратненько вот так наношу зубочисткой. И подклеиваю. В моих видео разные раскладки, как я уже сказала, исхожу из того, что есть. Вот что получается. Ну и теперь буду заполнять пустоты. Вот сюда клей нанесу. Вот между всеми стразами аккуратненько так наношу клей. И подклею плоские стразы. Эти стразы я часто использую. Вот между ними все заполню. Сначала все вот так устанавливаю, а затем, когда я вторую сторону тоже уже заполню стразами, я все буду выравнивать, все пододвигать, чтобы пустых мест не было, как я уже говорила. Вот таким образом. Работа, конечно, медленно идет, но я не спешу, зато все получается очень аккуратно. Вот таким образом все заполняем. Так, и еще одну стразину вот сюда. Так, клей пока убираю. Теперь я беру пинцет и вот все пододвигаю, все выравниваю, чтобы у нас все было ровненько. И, конечно, соблюдаем направление камней, чтобы у нас все смотрело одинаково. И вот получается вот такая красивая заготовка. Мне остается подрезать края бантиков. Делаю я это всегда в конце. Один бантик и второй. И мои юлы готовы. И вот такие юлы у меня получились. И, по-моему, они идеально вписываются в общий комплект. А как вам? А на сегодня все. Надеюсь, урок был полезен. Вы узнали что-то новое. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока.